Сознание, что в теле пребывает, не рождается и не умирает. Вечно юное смерти не знает, только тело исчезает. Сознание бессмертно, неуничтожимо, оно неизменно и неделимо. Тот, кто истину эту знает, ни о чем не сожалеет и не страдает. За жизнью с интересом наблюдает, своим сознанием в вечности пребывает. Был на свете один мастер, славившийся тем, что лепил горшки невиданной красоты. Люди платили огромные деньги, чтобы получить его творение. Но секрет его искусства был очень странный. Каждый горшок почему-то рассыпался в пыль ровно через год после его продажи. А гончар каждый раз присылал его владельцу короткую записку. «Ваш срок истек». Один богатый купец, возмущенный потерей любимого сосуда, пришел однажды к мастеру с гневом и спросил: «Зачем ты уничтожаешь такую красоту? Ты что, ненавидишь свое собственное искусство?» Мастер, не отрываясь от круга, где вращался новый ком глины, ответил: «Я продаю не горшки». «А что же?» – взорвался тогда купец. «Глину? Узоры?» «Я продаю понимание», – сказал мастер. И его руки плавно вытягивали стенки сосуда. «Но люди мне платят за горшки, поэтому я даю им горшок, а через год возвращаю им понимание». Купец сел ошеломленный, а мастер продолжал: «Посмотри, вот глина», и ткнул в массу пальцем. Она была в земле, а потом стала горшком. Потом она станет черепком, а потом снова превратится в пыль. Ее форма рождается и умирает. А теперь посмотри сюда». И он указал пальцем пустое пространство внутри формирующегося сосуда. Вот это нет. Вот это не исчезает никогда. Оно не из глины. Оно не рождается, когда я поднимаю стенки, и не умирает, когда горшок бьется. Оно просто есть. Вечно бессмертное. Оно неделимо. Разбей горшок хоть на 100 частей, и оно не разделится. Просто станет свободнее. И я продаю вам именно это. А люди смотрят на глину. Купец молчал, глядя на пустое пространство внутри будущего сосуда. «Но зачем тогда лепить горшки?» — наконец выпалил он. «А как еще показать пустоту?» — усмехнулся мастер. «Глина приходит и уходит, а то, ради чего все это, остается навсегда. Тот, кто это видит, перестает плакать над черепками, и он начинает ценить само пространство, в котором любой горшок — лишь временный гость. Он, наконец, понимает, что купил не вещь, а свободу от вещей». Мастер закончил горлышко и одним движением срезал готовый сосуд от круга. «Ваш старый горшок разбился, и вы сожалеете?» Купец посмотрел на свои руки, будто впервые видя их. «Нет», — тихо сказал он, — «я, кажется, наконец получил то, что покупал». Мастер кивнул и улыбнулся, и протянул ему новый горшок, еще влажный. На этот раз бесплатно. Держи. Все равно вы платите не за него. Ты все еще слушаешь истории о ком-то другом, а я расскажу сейчас историю о тебе. Я тот, кто был всегда. Я был до твоего рождения, и я буду после твоей смерти. Я был до твоего имени, до твоего детства, до твоей юности, молодости, старости. И я останусь после твоей смерти. Я — это твое молчание,
между твоими мыслями. Я — это тишина. Я — это пустота внутри тебя. Я — это пространство, в котором разворачивается твой кошмар под названием «жизнь». Ты думаешь, твое тело — это твоя граница? Твоя кожа — это не стена. Тело — это всего лишь сгусток твоего внимания, который ты принял за крепость. А крепость твоя, она хлипкая и обветшалая, и смерть. Смерть уже стучится в твои ворота сразу после того, как ты родился. Я — это Нагаль, который стер свою личную историю, чтобы перестать быть пленником, этой крепости. Я — тот ветер, что гуляет в его пустых залах. Я — это Иисус, смотрящий прямо в зрачок. Ты ищешь Царствие Божие после смерти, но его там нет, потому что оно всегда было внутри тебя. Не будет ни скрежета зубов, ни облаков с арфами. Будет только осознание, что я есть, которое никогда не начиналось и никогда не закончится. Камень от двери гроба отвален не для того, чтобы ты выполз и испугался. Он отвален, чтобы ты увидел, что гроба-то никогда и не было. Воскресенье. Воскресенье, оно не только для Иисуса Христа. И это не событие. Это нормальное состояние каждого человека. Ты просто про это забыл. Будда, разбивающий молотком все иллюзии. Страдание. Страдание — это клей, которым ты приклеиваешь это вечное «я есть» к боли в колене, к потере кошелька, к мыслям о завтра. Самоотождествление — это иллюзия. Иллюзия, что ты материальное тело. Прекрати цепляться. Прекрати цепляться прямо сейчас. Ни к доброму, ни к злому, ни к хорошему, ни к плохому, ни к светлому, ни к темному. Просто наблюдай. Я пробудившийся, который живет внутри тебя, но не стал сверхчеловеком. Я просто перестал притворяться спящим. Я — это Кришна на поле боя, но не как Бог, а как твой собственный внутренний диалог. Арджуна, ты плачешь о телах, которые даже не пали. Ты горюешь о платье, которое еще не износилось. Так сражайся как воин, но пойми, сражаешься не ты. Сражается только твой долг. Ты же лишь свидетель, просто наблюдатель. И эта битва, эти твои сомнения, этот текст, этот голос, который ты слышишь прямо сейчас, и все, что ты видишь, все это танец. Лила Господа. Ты — это не танец, ты тот, кто танцует. Ты танцующий, и танцующий никогда не умирает от усталости танца. Танцующий не страдает, он смотрит. Ты — это Шива, поправляющий череп на ожерелье, а я — это разрушитель. Ну что же я разрушаю? Миры? Миры — это игрушки. Я разрушаю
самоотождествление с миром, потому что я, танцующий в огне пылающего тела Вселенной. Я — это пламя, которое опаляет лишь то, что готово сгореть. Твое тело, мое тело, все тела людей сгорят. Ум сгорит, а то, что наблюдает за этим костром, останется, потому что оно было всегда. Это и есть я, Натараджа. Я есть сущий, владыка всех танцев, чей ритм — это биение твоего сердца. Тах-тах, тах-тах, которое ты боишься потерять. Мы все говорим об одном и том же, но разными словами с разных сторон зеркала. Канон, который я сейчас прочитал, говорит не о утешении, а о разоружении. Мы все воюем за свое собственное выживание, за свое выживание того, что обречено на смерть. Тела, личности, статусы, за которыми мы прячемся, и забываем, кто держит это оружие в руках. Послушай меня внимательно. Перестань быть пешкой в своей собственной игре. Стань игроком. А лучше будь самим игровым полем. Тогда ни одна потеря не сможет сломать тебя. Ибо сломать можно лишь объект в поле, но не само поле. Потому что я никогда не рождался и никогда не умирал. Я всегда был. А на сегодня лично для тебя у меня есть практика. И это удар. Удар не в пустоту, а в свое собственное «я», в свою личность, в свои характеристики. И это не медитация, это засада. Засада для твоего чувства, для твоего ощущения, самого себя. Выбери момент, не когда ты в покое, выбери момент, когда тебя прорвет, когда тебя разрывает, как хомяка, от эмоций, чувств и ощущений. Выбери любую эмоцию негативного характера и засмейся. Не страдай, не плачь, смейся. Искренним, животным смехом. Как будто все, что происходит вокруг, просто глупая шутка. Или плачь. Потому что можно и плакать. Как рыдающая ярость в пробке. Или испытай страх. Приступ страха. Перед звонком в дверь. Перед звонком телефона. Все что угодно. Измени, поменяй свои чувства. Поменяй свои внутренние ощущения. И узнай, кто их хозяин. Нанеси удар прямо в паузу, в самый пик любого переживания. В ту миллисекунду, когда эмоция достигла максимума, резко перенеси свое внимание. Не на эмоцию, не на тело. И задай себе внутренний вопрос, как кинжал. Воткни в свои чувства кинжал и спроси себя, кто сейчас это переживает? Кто это чувствует? Кто это ощущает? А потом засмейся, когда хочется плакать. Заплачь, когда хочется смеяться. Будь яростным, когда что-то тебя пугает. И будь стойким, когда хочется заниматься самосожалением. Стой в этой пустоте. Не ищи ответ словами. Не говори «я». Это ловушка. Просто удерживай это внимание, которое будет направлено только на источник переживания. Ищи того, кто знает о гневе. Ищи не гнев. Ищи того, кто знает о радости. Ищи не радость. Ищи того,
кто знает о горе, но не само горе. Что будет? На мгновение эмоция провалится в пустоту, как в притче. Камень станет тяжек, а тень исчезнет. И ты останешься с чистым, ничем не окрашенным осознаванием. Это и есть оно, вечно юное и нетленное. Всего на долю секунды, но этого вполне достаточно. Повторяй про себя. Делай это в аду, а не в уюте медитативной подушки. Делай в споре, в боли, в желании. Каждый такой удар ослабляет твою цель. Самоотождествление. Это и есть настоящая боевая стойка бессмертного воина. Я есть сущий. А на сегодня все. Ставь лайк, если понравился. И подписывайся, потому что дальше будет только интересней.